Ну привет, друзья! Я еще раз хочу вернуться к старому видео и показать винтовку R7. Эта винтовка выпускается той же компанией, что R10 и R15. Некоторые люди на интернете показывают видео и говорят, что AR – это автоматическая винтовка, то есть Automatic Rifle. Но это не автоматическая винтовка, это не штурмовая винтовка Assault Rifle, это фирма, которая ее сделала, этот механизм, компания Armalite. Винтовка R7, которую я хочу показать, она является уже последующей модификацией винтовки R5, которая была в свое время выпущена для ZIP, то есть для неприкосновенного запаса, который с собой брали пилоты на случай катапультирования и каких-то непредвиденных обстоятельств. Нужно было сделать винтовку очень маленькую, легкую, с большим количеством патронов. R7 это уже последующая модель, а то, что я хочу показать, это уже гражданский вариант, который завоевал довольно-таки, скажем так, большой спрос на рынке, на обычном рынке. Это винтовка выживальщика. Почему я говорю, что это винтовка выживальщика, ребята? Я не собираюсь ни с кем спорить, ничего доказывать. Что кто-то пишет, что Рюгер там 1022 или Марлин или еще что-то гораздо лучше, красивее, компактнее. Может быть, вполне согласен. Но это винтовка выживальщика. Почему? Потому что, посмотрите, на ней, вот она, с этой стороны, на ней написано Henry. Это компания, которая ее выпускает, а делает ее Henry Rifle. А под ним написано US Survival, то есть американский выживальщик. А компания Henry, которая делает знаменитую винтовку Генри, у нее такой лозунг, вот здесь написано, что оружие должно быть сделано в Америке или не сделано вообще нигде. Но это девиз компании. Я не говорю ни за, ни против, хотя мне нравится американское оружие. Давайте посмотрим эту винтовку поближе. Вся винтовка помещается в ее прикладе. Пластиковый приклад, он же является пеналом. Снизу стоит болт, который собирает винтовку. Раньше в первых моделях этот болт был для облегчения сделан алюминиевым, потом его сделали стальным. В этой части приклада прорезь, чтобы вставлять сюда металлическую часть. Причем разной толщины стенки вот этого прорезя, в зависимости от того, с какой руки человек стреляет. Вот здесь, кстати, очень удобные насечки, которые не дают винтовке скользить в руках. Затыльник у нее открывается, и там же в пенале сложено все его составляющее. Вот она, смотрите. Здесь лежит его ресивер или механизм. Здесь же находится два магазина. Говорили, что по 10 патронов мне удалось впихнуть только 8, когда я стрелял. И ствол. После этого затыльник закрывается. Некоторые умельцы в пустых, здесь где-то вот здесь в боковых частях, вот тут выбирают, выламывают эти перемычки и ставят туда еще несколько магазинов. Но я считаю, что это абсолютно не нужно. Вот смотрите, на прикладе написано то же самое, вылета надпись в прикладе, US Survival. Поэтому, ребятки, это винтовка выживальщика. И не я это придумал, это ее название, ее собственное название. Например, как велосипед «Орленок». Или там еще как-то. Механизм у нее довольно-таки тяжелый. У нее стальной. Внутри стоит затвор. И что создает вес? Болванка стальная. Сверху у него есть вылитая прилив планки Пикатини, что-то наподобие. Но если на нее поставить оптический прицел, то вложить ее в чехол не удастся. Что я еще могу сказать? Естественно, после стрельбы, когда вы стреляете с этой винтовки, вам желательно механизм, вот этот затвор хотя бы вытащить и помыть, потому что откат газов происходит отдачей, грязь и сажа летит внутрь, поэтому забивает пазы, и его нужно мыть. Но механизм сделан таким образом, что
когда вы вытаскиваете затвор, у него сзади две пружины, потому что сам ударник лупит в прорезь вот так вот, внутри затвора. Когда у пружин этих пластмассовая направляющая, которая нигде не закреплена, с двумя такими вот рожками. Когда вы вытащите, попасть назад его чертовски тяжело. Это уже неоднократно проверено. Вот здесь вот есть один болт, который снимает вот эту крышку. Она стоит на пазах, плюс один болт крепления. И если у вас не получается механизм этот собрать после чистки, то многие решают, что вот надо раскрутить этот болтик, вытащить отсюда эти крючочки, которые не дают там, собрать и поставить. Ребятки, не делайте это ни в коем разе. Иначе, даже если вы очень культурный человек, никогда не ругались матом, то вы вспомните все матерные слова, которые вообще когда-либо слышали. Пока этот механизм соберете назад. Поэтому вытащили вот этот вот отсюда, а вытаскивается он очень легко, нажимается пальцем изнутри и вытаскивается вот этот вот полностью вот раз и вытащил. И после этого он пружинками выбрасывается вперед, никаких проблем. Сейчас надо его вставить, чтобы, не дай бог, не вылетел. Вот этот взводной крючок, он прячется за подлицо для переноски в чехле, ну, в кожухе его. А когда его нужно передергивать, он вытаскивается в бок. Им же его и передергиваете. Естественно, механизм не имеет предохранитель, на который винтовка ставится только в заряженном состоянии. Дальше, как он собирается? Ставите сюда механизм. Ловите его этим болтом, смотрите, что он поймался, чтобы мимо не крутить, и закручиваете болт до упора. Слишком усердствовать не нужно, потому как здесь все-таки сплав в верхней части в ресивере, болт остальной. Да, но и нет в этом необходимости. Вот вы получили собранную часть. Теперь ствол. Ствол имеет маленький выступ, вот такой вот. Этот выступ должен стать в его паз. Вот смотрите. Вот он становится, он до конца не стал. Берете затвор немножко раз. И так вот его, чтобы он на месте стоял. А теперь закручиваете гайку. Гайка алюминиевая. Поэтому, если гайка не идет, усердствовать не нужно. Нужно посмотреть, чего на ней идет. Некоторые люди говорят, что во время стрельбы вот эта вот гайка отпускается. Откручивается. Ну, ребятки, я не считаю это большой трагедией. Но отпускается, надо подкрутить ее немножко. Вы же не с пулемета очередями стреляете, правильно? Магазин у него, как я говорил, на 10 патронов, ну, мне удалось впихнуть только 8. И все время я примеряю. О, не попал. Какой стороной его нужно вставлять? О, есть. Магазин вставляется очень легко. Здесь под спусковой скобой, смотрите, вот с одной стороны спусковой крючок, а с другой стороны маленький рифленый такой тоже торчит, только типа спускового крючка такой в обратную сторону. Он нажимается и выбрасывается магазин. То есть один магазин вытащил, другой поставил. Вот такая вот винтовочка. Что я могу сказать еще раз по мушке? Мушка у него пластиковая. Вставлена в пазы, и можно постучать сбоку с одного другого и ее отрегулировать. Люди жалуются, говорят, что мушка смещается, потому что носишь, она там цепляется, за угол комнаты зацепилась, еще за что-то. Ребята, я вам скажу так, что когда пристреляли, просто возьмите сюда маленькую капельку клея момент, притом не на мушку, а на пазы сами, и она больше не будет никуда смещаться. Задняя часть регулируется винтом. Имеет открытый тоже прицел. Планка защищена кожухом, чтобы ее не согнуть, не сместить. В планке, вот здесь, вот, которая регулируется вот этим винтиком вверх-вниз, есть маленькая дырочка. Открутив винтик, планка смещается либо вверх, либо вниз. Если дырочка у вас маленькая, вы открутите винтик полностью, переворачиваете ее вверх ногами, там будет дырочка побольше. Если вам нравится целиться через более большое отверстие. Ну, меня, честно говоря, даже с моим слабым зрением вполне устраивает такой подход, скажем так. Ну что, больше такого интересного я вам ничего не скажу сходу.
Давайте постреляем, посмотрим. Ну, и как я уже говорил, друзья, перед тем, как идти в тир, надо винтовочку проверить. Я ставлю маленький лазерный указатель и аккуратно проверяю. Навожу где-то на цель, куда мне нравится, и смотрю, соответствует ли моя мушка той красной точке. Ну что, друзья, давайте попробуем, что она собой представляет. Восемь, по-моему, я вложил. Хорошо, пойдем посмотрим. Так, закроем. По правилам. Так положено. Когда идешь внутрь, нужно закрывать. Вообще надо одевать наушники. Вот из этих труб, не знаю, на кой они сделаны, от ветра, или чтобы чужие мишени не стрелять. Но, во всяком случае, очень сильно по ушам долбит. Посмотрим, стрелял я по верхней мишеньке. Я вообще попал в что-либо? Да, прицел немножко смещен. Целился я по центру. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. А где восьмая? Фиг его знает где. Значит, наверное, рука дернулась. То есть чуть-чуть смещены влево и немножечко смещены вниз. Ну что, как говорят, куда пуля, туда и мушка, да? Так, что ж у нас со смещением мушки? Так, ну, разумеется, она же сама по себе уже от завода смещена влево, точнее вправо. То есть получается завал ствола влево. Сейчас мы ее чуть-чуть скинем. Что это за говнюк приехал? Я думал, я один придурочный. Так, какая у нас получше будет. А ну вот это возьмем. Давайте посмотрим.
Ну что, друзья, характеристику я дам, когда приеду домой. Так, куда бы ее положить, чтобы она тут у меня не прыгала по всей машине? Разобрать, что ли? То придет, остановит дядя коп. И объясняю ему потом долго и нудно, что я ведь тоже почти свой. Ну вот, друзья, я уже и дома. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Так, вот это вот я первую партию отстрелял. Потом я сдвинул немножко мушку. Подвинулась. Вот эту я отстрелял. Следующим этапом я опять же сдвинул мушку и немножко планку сместил, чтобы было поднялось вверх. Вот она, третья партия отстрела. То есть получился практически центр. И я не стал, но сильно поднялось вверх, я не стал заваливать, потому что я пристреливал его на 25 метров, и я не стал его снижать, потому что если буду стрелять на 50 или на 100, то, естественно, оно опустится само по себе. Конечно, дополнительная пристрелка нужна будет и на 50, и на 100 метров, но пока я решил оставить так. Ну что я могу сказать, друзья, относительно этой винтовки? Винтовка маленькая, компактная, легкая. Очень удобно ложить в машине, где-то в багажнике или в каком-нибудь кармане за сиденьем. На охоту, конечно, я бы, скорее всего, с ней не пошел. Слишком она маленькая, слишком легкая, и короткий ствол не даст той прицельности. Для охоты нужно что-то более такое серьезное, более тяжелое, скажем, с более лучшим выстрелом. Но как в аварийной ситуации я скажу, что это очень даже неплохо. Ну все, на этом я буду заканчивать. Всем всего наилучшего. Берегите себя.